Не так часто в нашей жизни происходит что-то невероятное, пугающее и страшное, чтобы по какой-то конкретной истории создать игру или фильм. Конечно, если брать в расчет какие-то сериалы наподобие «Ходячих мертвецов», то данная франшиза была настолько популярна, что по ней были сняты комиксы и созданы игры. Но игра, фильм и реальная жизнь– это абсолютно разные вселенные. В реальной жизни не получится сохраниться и начать все заново. Одна жизнь, одна возможность. Сегодня речь зайдет про популярную игру Five Nights at Freddy's, но сначала поговорим про реальную историю, которая была задолго до самой игры. В те самые годы американские дети просто-напросто фанатели от аниматроников. Это куклы-роботы, которые были размером с человека, но бывало и больше. Дети были просто в восторге от подобных огромных и живых кукол, которые танцевали, смотрели на детей и всячески шли на контакт. На тот момент одним из самых популярных мест 80-х годов были те самые пиццерии. Туда приходили дети, которые могли поесть пиццу и погрузиться в мир 8-битных видеоигр. Конкуренция среди таких заведений была высока, и время от времени одна пиццерия поглощала другую. Среди постоянной конкуренции родилась такая пиццерия под названием Showbiz Pizza Place. Здесь же организовалась музыкальная группа из 5 роботов– волка, медведя, лисы, обезьяны и динго. Выглядели они просто потрясно, но в запасе у данной пиццерии были еще и другие роботы, которые тщательно прятались от глаз конкурентов. Однажды в подобное заведение, а именно 5 августа 1984 года, ворвался вооруженный человек, который отнял жизнь у 4 человек и ранил 5-го. Лишь благодаря тому, что 5-й человек выжил, он смог дать показания и убийцу посадили в тюрьму. Но то, что произошло дальше, и вовсе может шокировать. Дети настолько полюбили аниматроников, что считали их чуть ли не лучшими друзьями. В очередное выступление роботов один мальчик очень близко подошел к одному из огромных роботов. Тот, в свою очередь, наклонился и в буквальном смысле откусил часть головы ребенка. После этого ужасного случая руководство решило спрятать всех этих роботов и замять подобный инцидент. Но существует альтернативная версия того, что произошло с мальчиком. Поговаривают, что недруги решили специально засунуть голову мальчика в пасть робота. Самое главное в этой трагедии то, что роботов выставляли на показ очень редко и предупреждали надписями о том, что не стоит подходить к ним близко, ибо это может быть опасно для жизни. Развязка для аниматроников произошла в 1986 году, когда один маленький мальчик решил пригласить своих друзей в ту самую пиццерию и устроить настоящий праздник. Но здесь все пошло не по плану. Да, там были аниматроники, но один из них был настоящий человек, одетый в медведя Фредди, который заверил родителей детей, что все будет хорошо, и они могут спокойно отдохнуть где-нибудь в другой комнате или пойти по своим делам, пока аниматроники будут развлекать детей. Пока дети ели, Фредди решил пригласить детей в самую дальнюю комнату, и они дружно отправились туда. Затем он решил снять голову, и дети увидели фиолетовое лицо человека. По какой причине оно было таким, точно неизвестно. Затем он начал смеяться, как будто недавно сбежал из психушки. Взяв в заложники того самого маленького ребенка, у которого был день рождения, он открыл стрельбу по детям, которые разбегались в разные стороны. Так он перестрелял всех, кто был, а затем в последнюю очередь лишил жизни и именинника. На этом он не стал останавливаться и решил, что тела детей надо поместить в костюмы аниматроников, после чего бесследно исчез. Отсюда вытекает самый ужас и паранормальное из историй. Согласно легенде, души умерших детей вселились в роботов-аниматроников и ожили, а затем, увидев именинника на полу, взяли его и отнесли его на склад с роботами. И именно на складе был самый крупный и внушающий ужас робот. Это был золотой медведь. Они поместили тело внутрь, и тот ожил. И тогда они поклялись найти фиолетового парня и отобрать его жизнь. С тех пор аниматроники перестали различать хорошее и плохое, и поэтому убивали даже невинных людей. И конец для этой пиццерии был один – закрытие. Заведение стало заброшенным. Говорят о том, что его даже переделали под какие-то собственные нужды. И охранники, которые защищали эту территорию, иногда и сами нуждались в защите. Ведь, войдя в это помещение, там творилось что-то ужасное.
Five Nights at Freddy's – это компьютерная независимая игра в жанрах point and click и survival horror. Разработанная и изданная в 2014 году игровым дизайнером Скоттом Коутоном. Действия самой игры разворачиваются уже в нам знакомом месте – Фредди Фазбер's Pizza, где персонаж игры выступает в роли охранника, который должен обороняться от аниматроников, которые оживают ночью посредством закрытия электронных дверей, через которые они пытаются проникнуть в кабинет главного героя. Игровые критики оценили данное творчество на очень высоком уровне. Главное внимание здесь уделялось графике, а именно ее простоте, а сама игра способствует постепенному нарастанию страха. Вот аниматроники, которые охотятся за игроком. Медведь Фредди или Фредди Фазбер. Один из главных аниматроников. Он грязного, светло-коричневого с рыжеватым оттенком окраса. Его обшивка сделана из плюша, покрытого небольшими, но вполне заметными пятнами и царапинами. Подобно другим членам классического трио, Фредди обладает довольно плотным телосложением. Кролик Бонни – это кролик-антагонист. Он имеет толстые конечности с плотно прилегающими накладками на плечах и коленях. У него большие цельные ладони. Как и у других классических аниматроников, на руках Бонни всего по 4 пальца, а на ногах 3. Туловище кролика напоминает по форме грушу с внушительным круглым животом светло-сиреневого цвета. Курица Чика. Корпус персонажа состоит из матовой тканевой обшивки, покрытой темными запятнанными участками. Чика имеет округлую голову, формой напоминающую яблоко. Лис Фокси. Он грязного красно-рыжего окраса. Его коричнево-оранжевый корпус порван в некоторых местах. На правой руке у Фокси вместо кисти крюк. Также он носит пиратскую повязку на правом глазу. Золотой Фредди создан по подобию аниматроника Фредбера. Корпус Фредди обит плюшем, однако он не полностью закрывает эндоскелет, из-за чего тот может быть виден в щелях, например, на руках и ушах. Мистер Кекс. Обычно он представляет собой небольшое пластмассовое пирожное с коричневой основой, розовой кремовой шапкой и глазами на выкате. Его верхушку украшает полосатая свеча с декоративным язычком пламени. Почти всегда мистер Кекс принадлежит той или иной версии курицы Чики, которая носит его в руке. Каждый аниматронный персонаж ходит по пиццерии и имеет строгие шаблоны перемещения. Большинство движений аниматроники выполняют в тот момент, когда игрок не обращает внимания на камеру. Но для игрока есть минус. Сами камеры плохо освещены и искажены. Камеры не охватывают определенные области здания, в частности 2 коридора слева и справа от проигрывателя. Игрок не может покинуть комнату охраны и ходить. Использование планшета с камерами и дверей с фонариком, с помощью которых можно проверить, что возле комнаты находится аниматроник, расходуют энергию. Если она закончится, камеры не будут работать. Двери откроются, погаснет свет и включится аварийное освещение. Как только это произойдет, появится медведь Фредди в левом дверном проеме. После случайного количества времени в офисе отключится аварийное освещение и Фредди убьет игрока. После скримера любого аниматроника игра выйдет на главное меню. Игра располагает 5 уровнями ночи. С каждой ночью сложность уровня растет. Из сказанного вытекает, что игра нацелена на то, чтобы обороняться от аниматроников и просто выжить. К слову, если вы помните, реальный рассказ закончился тем, что охранники устраивались на работу в это помещение, где старались выжить. Конечно же, они не подозревали, что и кто их ожидает. Аниматроники, конечно, могут отличаться от реальной истории, но все же часть, а может и большая, взята из реальной истории. Этим и подкупает игра. Удивительно, но популярность аниматроников распространилась намного дальше, чем кто-либо мог себе представить. А именно киноиндустрия не обошла всю эту историю стороной. И сейчас немного расскажу о том, на какой уровень вышли роботы-аниматроники. «Пять ночей с Фредди». Больший упор в этом фильме делается на сюжетную линию главного героя, рассказ о его душевных ранах и попытках их исцелить. Дело в том, что когда герой фильма Майк был еще ребенком, неизвестный похитил его младшего брата прямо с семейного пикника. Парень корит себя за то, что он не углядел за малышом и уже много лет не оставляет попыток найти похитителя. В кино добавили внушительное количество пасхалок, отсылок и деталей для тех, кто в теме. Этого оказалось достаточно, чтобы привлечь аудиторию.
Фильм уже отбил свой бюджет, принес неплохую прибыль и обеспечил себе пару продолжений. В сегодняшнем ролике было разобрано 3 определенных этапа истории, и каждый из них так или иначе пересекается друг с другом. Единственное, что сложно представить, это оживших аниматроников в 1980-х годах. Но мы там не были, а значит, это может быть и чистой правдой, или с небольшим вымыслом. Вот такая вот история. Огромное спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Обязательно подпишитесь на наш канал, поставьте лайк, расскажите друзьям и помните, что не все в этом мире поддается объяснению. Пока!